Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня мы поговорим с вами про объектив для полнокадровых беззеркальных камер Sony 35 мм f1.8. На данный момент, конечно же, всяких разных 35-ок на байонет Sony E наплодилось довольно много, но в самом начале, в 2013 году, когда система именно полнокадровая стартовала, тогда не было ни одной нормальной 35-ки, вообще никакой, собственно, не было 35-ки, не то, что там нормальной или ненормальной. Чуть позднее, после выхода, появился, конечно же, замечательный, такой очень приятный, компактный, с очень хорошими оптическими качествами объектив от Zeiss, Sony Zeiss 35 f2.8 Zonar. Мне он очень нравится, хоть он и не очень светосильный, но при этом у него действительно хорошая резкость, он сам по себе довольно невелик, что хорошо так сочетается с некрупными тушками полнокадровыми от Sony. Но через пару лет после того, как он вышел, еще появился 35 мм f1.4 Distagon. Он стоил космических уже денег. Конечно же, из-за того, что характеристики байонета, в общем-то, такие довольно открытые у Sony, тут же подтянулись сторонние разные производители, появилось там какое-то количество мануальных стекол, но из автофокусных, например, можно так навскидку вспомнить замечательный Samyang 35 f1.4, который даже, в принципе, и по сегодняшним меркам вполне себе хорош. И лишь в 2019 году появился наш сегодняшний герой. Наконец-то Sony жалились над страждущими и выпустили им более-менее доступную 35-ку. И, к счастью, объектив оказался не таким говнищем, как 51.8 от Sony, потому что тот прям совсем печален. 35-ка оказалась из гораздо более высокого класса объективом. Здесь и материалы лучше. И в принципе, он не так в тупую сделан, как Полтос тот. Они просто там взяли годов 80-х, 90-х, наверное, схему, просто ее скопировали там с какими-то минимальными изменениями от какого-то обычного планара. Нет, здесь над схемой все-таки у 35-очки поработали. Она, насколько я понимаю, уникальная. Может, они, конечно, ее там по лицензии у кого-то, опять же, да, купили у там Sigma или Tamron, но суть не в этом. Суть в том, что объектив достаточно оригинальный все-таки. Тут, опять же, палка о двух концах, потому что он, конечно же, гораздо лучше, чем 50 мм f1.8, но он при этом и так ощутимо дороже, чем то стекло. То есть он из-за того, что чуть выше классом, оказался не таким уж и демократичным по цене. Да ладно, хватит рассусоливать. Давайте сейчас объектив в руках покручу, вам покажу. Только не беспокойтесь, что я его буду в лесу крутить. К сожалению, отснять этот фрагмент у меня не было возможности в домашних условиях. Мне просто мой товарищ этот объектив подогнал для того, чтобы я на него просто пощелкал для обзора. Во-первых, пару раз летом я у него брал его поснимать. И сейчас вот в зимних условиях мы с ним в лесу оказались, гуляли там. Заодно я попутно снял небольшой фрагмент. 35.1.8 достаточно легкий, весит 280 граммов. У него металлический корпус, но вот это колечко для фокусировки, оно, конечно, широкое, удобное, все как бы с ним хорошо, но оно, скорее всего, насколько я понимаю, ни хрена не металлическое, или металл какой-то совсем говенный используется, но больше похоже на пластик. И оно не прорезинено, но насечки такие достаточно хорошие, так что в руках не скользит, фокусироваться можно удобно. Опять же, фокусировка не механическая здесь, а электронная, можно сколько угодно его крутить в любую из сторон. Для кого-то это удобно, для кого-то плохо, не знаю, кому как больше нравится. Байонетное крепление, конечно же, тоже металлическое. И у объектива вообще заявлена защита от пыли и влаги, но при этом у него резиновой юбочки вот здесь вот нету, которая прилегала бы непосредственно к байонету камеры. Влагозащита, по крайней мере, из описания, судя, которое у него присутствует официального, у него у самого корпуса есть, то есть здесь есть уплотнение в нем. Я, правда, не знаю, как она поможет защититься камере от попадания вот в этом месте воды, если пойдет какой-то сильный ливень. Короче, загадочно для меня такая конструкция. Также на объективе сбоку слева имеется кнопка функциональная, на нее можно запрограммировать практически любые функции на Sony, что очень удобно, они, благо, стали делать на своих объективах. И есть переключатель мануальной фокусировки и автоматический рычажок. Здесь диаметр светофильтра 55 миллиметров. «35 мм f1.8 у Соньки оказался очень-очень неплох по резкости. Он даже на f1.8 довольно резкий, а с прикрытием диафрагмы, само собой, там резкость вообще очень даже похвальная. Если
Снимал на него в летнее время, в яркий солнечный день, ну, заодно, чтобы протестировать, как он держит контровой свет и вообще, в принципе, с бликами как себя чувствует. Короче, снимал я на Sony A7 Mark IV, у которой 33 мегапикселя, и с детализацией тут прям действительно все в полном порядке. Всякие мелкие детали он хорошо передает, листочки, там иголочки, я не знаю, там всякую травушку-муравушку и всякое такое. Но хотелось бы при этом обратить внимание на то, что у объектива очень значительные хроматические аберрации. Они, конечно же, на открытой чуть более заметные присутствуют, но даже если прикрыть диафрагму до ощутимых каких-то значений типа f8, у него все равно остаются довольно заметные хроматические аберрации по углам кадра. Жирные такие фиолетовые разводы. И это при том, что в камере была включена внутрикамерная коррекция хроматических аберраций. То есть на посте такие дефекты довольно сложно будет убрать. Хотя, с другой стороны, опять же, эти хроматические аберрации находятся в самом-самом углу кадра. То есть они прям на самых границах, на самых крайних участках кадра находятся. И поэтому, если ты снимаешь, допустим, пейзаж, тем более, особенно если ты снимаешь на многомегапиксельную камеру, типа 33 мегапикселя, или там 42, или даже 61, то ты можешь вполне себе безболезненно кропнуть этот участок и больших каких-то серьезных потерь не понести. Ну и также при съемке пейзажей или вообще просто каких-либо других на улице, когда у тебя солнце присутствует в кадре, стоит очень серьезно опасаться засветок, потому что 35 мм f1.8 ловит блики очень даже охотно, он их как будто к себе прям приглашает на свидание, я не знаю, ну то есть там в принципе блики всех цветов и расцветок в полном объеме присутствуют, солнце в кадр попало, у тебя получился какой-то косяк 100%. Так что обязательно юзайте его с блендой, ну и вообще имейте в виду, что контровой свет ему противопоказан. То есть этого лучше поберечься от этого. На максимально открытой диафрагме f1.8 бокешка, вот этот характер размытия на заднем плане, он достаточно приятный, ровный, такой мягкий, с этим все в порядке. Но стоит чутка прикрыться, хотя бы там до f2.8, например, так тут уже начинает бокес становиться немного таким рваненьким, немного дерганым и не совсем приятным. Хотя такой объектив я для портретов особо не рассматриваю, ну, честно говоря, мне на 35-ку портреты не особо нравится снимать, хотя можно при желании, почему бы и нет. Но нет, скорее я все-таки использовал бы объектив для какого-то стрита на прикрытой диафрагме. Да, бокешка, конечно, на 1.8 действительно красивая, с этим не поспоришь, но такой объектив мне видится как-то более таким стритовым, что ли, вариантом. Тем более, что он фокусируется очень быстро, он хорошо адаптирован к современным сонькам, и при этом он еще и бесшумно это делает. Еще у него достаточно хорошо исправлена дисторсия, так что можно смело снимать на него архитектуру, не опасаясь, что у тебя будут какие-то искажения или у тебя как-то там кривые линии начнут появляться там, где они должны быть прямыми. Ну, вообще 35 мм это, может, и не мое любимое фокусное, но я все равно могу признать, что объектив действительно с таким фокусным подходит для каких-то спонтанных каждодневных съемок. Очень даже неплохо, можно просто нацепить его на тушку, ходить снимать все подряд и, в общем-то, не заморачиваться.
Ну и можно только констатировать, что Sony, да, наконец выпустили 35 мм f1.8 для страждущих, но стекло получилось такое достаточно скучное. Как бы это объяснить? Оно какое-то, ну, никакое. То есть оно не хорошее, оно не плохое. Нельзя про него каких-то острых эпитетов подобрать. Оно просто неинтересное, оно какое-то без характера. Объектив и объектив. Ну, если бы мне на полнокадровую Соньку понадобилась 35-ка, я бы, конечно, взял 35 мм f2.8 цейсовский. Он реально прикольный, у него все в порядке и с фокусировкой, и с резкостью, то есть там тоже вопросов никаких нет, и он по хроматическим операциям, пожалуй, получше, чем этот. Да, в принципе, можно даже взять и, может быть, он и страшненький, конечно, такой пластиковый и несимпатичный, но 35 мм f2.8 от Tamron тоже довольно неплохой вариант. Я его пробовал пару раз на него снимать, тестил, вполне нормальное стекло, ну, может быть, чуть-чуть помедленнее фокусируется, чем родные соневские. Есть также от Samyang, очень похожий на 35 f2.8 цейсовского, прям как будто клон его, только с немного измененным дизайном, но его я не пробовал, поэтому ничего про него сказать не могу. Ну и по более-менее адекватной цене можно, например, взять очень красивый объектив от Sigma 35 мм f2. Ну, если тебе прям очень нужна 35-ка, если ты такой прям любитель снимать девчонок на кухне, на открытой дырке, то да, можно на Соньку себе купить какой-нибудь G-Master 35 мм f1.4, ну, если у тебя только денег куры не клюют, конечно же. Он в 2021 году появился, наконец, опять же, в системе. Ну, или взять вообще божественный Sigma 35 мм f1.2 артовский, но это прям вообще уже за гранью возможного. Хотя стоит он, в общем-то, не то чтобы прям супер запредельных денег каких-то космических. Если ты фанат 35-ок, то на Соньку ты его берешь, и все твои нужды закрыты, ты чемпион, молодец и красавчик. Ну, я надеюсь все-таки, что вам было интересно узнать мое мнение про 35 мм f1.8 от Sony. Ну и подписывайтесь обязательно, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. До новых встреч, хороших снимков вам, пока!